Время не бывает просто нейтральным фоном искусства. Последнее всегда символически выражало и преображало в себе историю с откровенностью, неведомой никаким самым точным документом. И, быть может, наиболее причудливой и живописной эта художественно-историческая откровенность была в России. С годами крепла уверенность в том, что великая сила красоты должна стать творчеством жизнестроительным, активно совершенствуя окружающий мир. А творимая легенда с былинными богатырями и героями сказок, устремленными в неведомые края. Древние предания и поверья угадываются в природе, образы которой никогда еще не достигали столь пронзительного лиризма. Пейзаж предстает не просто красивым видом, а духовным откровением. В нестеровском видении отроку Варфоломею, будущему Сергию Радонежскому, именно пейзаж, написанный в окрестностях Абрамцева, придает картине особое очарование. Очарование мистическое, в какой-то мере небесное, но в то же время и трогательно земное. Этот лиризм достигает апогея в полотнах Исаака Левитана. Его мотивы, при всей их поэтической, даже музыкально-поэтической возвышенности, вполне достоверны и типичны. И лирика эта не только радует глаз, она включает в себя подвижную гамму чувств, то радостных, то скорбных. Красота модерна полна неизъяснимых контрастов, как во врубелевском «Демоне», серии картин, где красочное великолепие стремительно, в темпе крещендо, нарастает, с тем, чтобы к финалу, в «Демоне поверженном», обратиться в хаос цветных осколков. Новый стиль в равной мере ласкает глаз и остро будоражит сознание. Портреты мягко чаруют, но вдруг настораживают гротескным изломом. Сквозь тело внезапно просвечивает скелет, а сквозь лицо — череп. Художественные произведения буквально набухают декоративной роскошью. Новое искусство упоительно цветет. Но цветет, как пышные розы коровина, на последней грани перед увяданием. Или даже по ту сторону этой роковой черты, как у Борисова-Мусатова. Художники ищут опоры в культуре былых времен. Однако и там, в воссозданном прошлом, царит не классическая ясность, а смутный дух трагического маскарада. Маска — это ключевое слово времени и, собственно, его главный герой. Недаром именно театральное искусство организует вокруг себя, как в русских сезонах Дягилева, самые блестящие художественные начинания эпохи. Эпохи, которую позднее назовут «Серебряным веком». В образах вновь, как и в XVIII столетии, доминирует тонус театра жизни, лукаво скрывающего ту границу, где кончается искусство и начинается реальность. Но уже практически ничего, даже отдаленно, не напоминает той оптимистической уверенности, которой был полон век просвещения. Правда, человек-артист свободно путешествует во времени и пространстве, оказываясь то на лоне первозданной природы, то в Древней Руси, то в старинной усадьбе. Результатом же путешествий в прекрасном оказывается лишь собрание цветных миражей, зыбких видений и снов. Созвездие снов, которые могут многому, весьма многому научить того, кто умеет читать их смысл.
но отнюдь не способны служить строительным материалом для будущего. Театральные работы Бакста замечательно воплощают в себе ту зрительную роскошь, которая притягивала восторженную публику к спектаклям дягилевских русских сезонов. Ведь Бакст был одним из ведущих художников этой антрепризы. В эскизах костюмов к балету Шахерезада по симфонической поэме Римского-Корсакова яркая декоративность сочетается с блестящим чувством танцевальной ритмики. Костюм «Синей султанши», одного из персонажей балета Римского-Корсакова, дает нам представление о сценическом образе, созданном Бакстом. Художника привлекают прозрачные драпировки, хорошо демонстрирующие пластику тела, так необходимую при движении. Выдающийся художник театра, Бакст был и одним из лучших портретистов своего времени. Великий арт-менеджер, поразивший Европу русскими сезонами, представлен в домашней обстановке вместе со старой няней. Энергичный, лишь как бы на минуту остановившийся Сергей Дягилев контрастно сопоставлен с замершей позади фигуркой няни. Так, словно в образе столкнулись два пласта времени – старый и новый. Как и другие мастера авангарда, Баранов-Рассене был одержим идеей создания самоценного произведения искусства, живущего своей самостоятельной жизнью. Экспериментальные вещи, подобные этому полотну, были своего рода красочными проектами. На их основе художник, развивая идеи Скрябина, сконструировал свой оптофон – специальный прибор для зрительно-слухового синтеза живописи и музыки. Русский XVIII век, век Просвещения, особенно привлекал Александра Бенуа, соединившего в своем творчестве таланты художника и историка искусства. Гуашь «Петр I на прогулке» была создана для книги «Русская история в картинках». Атмосфера Петровской эпохи воссоздана здесь великолепно, с тонким привкусом изящной театрализации и чуть ироничного спектакля о былом, что характерно для образов мира искусства в целом.
Село Подужемье – одна из тех работ, которые Билибин создавал во время своих поездок на русский север, увлеченно фиксируя на бумаге памятники церковной и крестьянской старины. Воспроизводя архитектуру и пейзаж, сохранившиеся в первозданном виде со средних веков, линии этой композиции заранее намечают узоры будущих билибинских вещей, узоры его знаменитых иллюстраций к русским сказкам. Полотно решается как декоративное панно или гобелен. Линия горизонта отнесена далеко за пределы холста, в результате чего голубое небо и деревья видны только в отражении на поверхности водоема и воспринимаются наравне с реальными предметами. Героини картины, сестра художника и его невеста, находятся в состоянии зачарованности, гипнотической завороженности. Их фигуры — это полуреальность, полувидение, полуявь, полусон. В этом произведении выразилась декларируемая художником на протяжении всего его творчества идея единства жизни и мечты, мира, преображенного в некую страну воспоминаний. Борисов-Мусатов создает здесь совершенно новую живописную систему. Он втирает красочный пигмент в полотно так, что зернистый рельеф грубо плетеного холста проступает на поверхности живописи, то есть само полотно становится элементом техники художника. Этим приемом он и добивается того особого эффекта гобелена, который отличает его живопись. Певец дворянских гнезд, уходящий усадебной культуры, в этой одной из последних своих работ достигает особой, меланхолически проникновенной экспрессии. Краски затухают на пороге ночи, обитатели усадьбы, да и сам дворец, у нас на глазах превращаются в призрачные видения. Блеклые тональности пейзажа, элегантная анемия фигур влекут своим запредельным, оккультным очарованием. Уход в прошлое здесь — это уход в мир иной, мир призраков, где парковые рощи, лужайки и пруды уподоблены загробным Елисейским полям. Для произведений Васнецова характерна подробная деталировка изображения. Художник передает стремительное движение скачки, напряженность момента. Центральная группа скачущих окружена непроходимой чащей, что усиливает эмоциональное напряжение момента. Композиция строго централизована и вместе с тем полна экспрессии.
Стремясь соединить византийские традиции с поисками современного ему искусства, с элементами модерна, Виктор Васнецов придал церковной живописи новую эмоциональную выразительность. Наиболее масштабным комплексом такого рода явились его работы в Киевском Владимирском соборе. Христос, Вседержитель в куполе, соединяет древнее царственное величие с острым драматизмом. Это прежде всего Христос-человек, хотя и вознесенный в звездные высоты. В сравнении с древними иконами и фресками религиозные образы Васнецова выглядят не как запредельные откровения, но скорее как религиозные драмы, где порой участвуют родные и близкие художника, ставшие прототипами святых персонажей. Таково и положение во гроб для Владимирского собора. Эта сцена трогает своим возвышенным и скорбным лиризмом, который выражен с изысканным декоративным чутьем. Фигуры святых и отцов церкви издавна служат столпами христианского храма, как в символическом, так и композиционном смысле. На них зримо опирается вся масса церковного здания. Аналогичную роль исполняют и васнецовские святители, однако выглядят они здесь гораздо натуральнее, в их облике много конкретных жизненных черт. Эта композиция принадлежит к числу известнейших религиозных работ Васнецова. Здесь продолжены традиции многофигурной, или, как ее называли, хоровой картины эпохи романтизма. Художник стремится представить здесь как бы всю Русь, переходящую рубеж новой христианской веры. Киевские фрески Васнецова были очень популярны и широко расходились в виде литографий. Источником сюжетов для картин цикла «Демон» послужила для Врубеля поэма Лермонтова «Демон». В картине «Демон сидящий» тело демона, изображенного в образе сильного красивого юноши, вылеплено почти скульптурными формами, напоминая титанические образы Микеланджело. Юноша, сидящий среди этих фантастических природных образований, уподоблен своей застылости этим формам. Он с огромной тоской и грустью смотрит вниз, видимо, туда, где находится мир людей, к которому он не может быть причастен. Художник дробит поверхности форм на острые колкие грани, уподобляя предметы каким-то кристаллическим образованием. Холодный колорит наполнен идущим изнутри мерцающим светом, зажигающим каждую грань изображенной формы и сближающим живописную поверхность холста с мозаикой или витражом.
Сюжетной основой для произведения Врубеля послужило стихотворение Пушкина «Пророк». Художник часто обращается к романтическим произведениям Лермонтова и Пушкина. «Шестикрылый Серафим» – провозвестник незабываемого образа демона, навеянного поэмой Лермонтова. Фантастические образы сил добра и зла очень характерны для проблематики модерна и символизма в живописи Михаила Александровича Врубеля. Сказочная пушкинская героиня царевна-лебедь очаровывает своей грацией, хрупкостью и вместе с тем волевым поворотом головы, обращенной к зрителю. Мифотворчество Пушкина получает воплощение в некой реальной героине с портретно узнаваемыми чертами. Врубелю позировала его супруга, певица Забелла Врубель. Ее прекрасный облик вдохновил художника на создание не только этого произведения. Ее черты читаются и в знаменитом «Демоне». Полуфантастические миры кристаллических, загадочно мерцающих форм представлены у Врубеля в процессе феерического красочного преображения. Каждый из образов, подобно таинственной жемчужине, формирует свой собственный мир, готовый отделиться от реальности, воспарив над нею. Каждый образ живет волей к мистическому синтезу, к абсолютному и всеохватному сверхпроизведению. «Сирень» Михаила Врубеля является рубежным произведением в русском искусстве, созданным художником на рубеже столетий. Она сочетает в себе русскую пейзажную традицию XIX века с новаторским методом нового искусства, предвосхищая авангард. Мощный мазок, движение форм, фрагментарность в передаче образа – все это приметы эксперимента, предвещающие утверждение и рождение новых образов, форм и художественных приемов. Постановка Лермонтовского «Маскарада» в Александринском театре, режиссером ее был Мейерхольд, а художником Головин, стала сенсацией сезона. Этот пир красок, совместивший внешнюю роскошь с внутренним трагизмом, явился и по-своему историческим. Премьера состоялась накануне февральской революции, когда на улицах уже звучали выстрелы. Занавес уже опускался над всей императорской Россией.
Этот пейзаж в высшей степени типичен для живописи модерна. При всей своей привычности и простоте эти березки, по сути, лишь фантом, эфемерная декорация, нечто вроде театрального занавеса или задника. Чем ярче пылали краски картин, так же было до этого в живописи Ван Гога, тем острее проступало чувство таящегося за ними стихийного хаоса. В этой работе художник создает как бы живописную импровизацию на тему белого цвета. Это впечатление действительно достигается с помощью разнообразных красок, сочетание которых дает нужное ощущение белых берез и пушистого белого снега. Здесь проявляется характерная черта русского импрессионизма – выбор мотива. Это не городской шумный пейзаж и не роскошные сады и парки, что почти всегда было темой французских художников, а все те же, что и в русской живописи предшествующих лет, скромные деревенские уголки природы с бревенчатыми домиками, окруженными тихой пустынной природой. Пейзажу этому, как и элегиям Левитана, присущ печальный, почти потусторонний оттенок. Это скорее видение, чем виды натуры. Исторические пласты времени буквально расслаиваются у нас на глазах. Современности практически нет. Есть прошлое, прекрасное, как элегия или сказка. И есть смутное, как в пьесах Чехова, чаяние неведомого будущего. Добужинский не отрывает своего героя от реального окружения, а изображает его на фоне большого окна, за которым виден город как бы с тыльной, изнаночной стороны. Это уже не патетический Петербург великих архитектурных ансамблей, но город-призрак, некий земной ад, проникнутый серой скукой. Сквозным символом творчества художника стала огромная глухая стена, городской брандмауэр, знак абсолютного тупика. На фоне этого тоскливого пейзажа современного промышленного города фигура худого человека в очках, около которого на подоконнике лежит стопка книг, свидетельствующая о его ученых занятиях. Лицо человека, погруженного в свои мысли, моделируется художником с помощью светотени так, что мы видим конструкцию его черепа, а стекла очков, совпадая с очертаниями глазниц, создают впечатление пустых глазных впадин. В облике этого человека проступает образ смерти. Как жуткое в своей будничности окно в никуда воспринимается написанное Добужинским окно парикмахерской с мертвыми париками и болванками.
Здесь черная лирика Добужинского предвещает новые веяния, импульсы экспрессионизма и сюрреализма, нарождавшиеся внутри упоительно красочных зрелищ модерна. Даже в образах достаточно традиционных в эти годы проступает нечто авангардистское. И если говорить уже не только о стиле, но о его сюжетно-поэтических ассоциациях, предреволюционное. Мир усадебных пространств – мир, постепенно сменяющийся особняком новой эпохи. Уходящий образ усадьбы строится как театральная декорация, спорящая с пейзажным окружением. Пейзаж привносит элемент еще живого дыхания пространства и становится частью ветшающего дома. Тонкая поэтика мира – уходящего вишневого сада дворянских поместий, основная тема творчества Жуковского.